Чуваки, я просто в шоке. Мы кипим. Посмотрите, 105 градусов температура, 105 градусов, 29 градусов за бортом. Мы, пацаны, кипим. Это все потому, что не работает у меня аварийный вентилятор и не работает вискомуфта. И сегодня мы будем пытаться решать эту проблему. Я вам расскажу, как можно решать эту проблему дешево, сердито, но, сука, действенно. Yeah, boy, damn shit, motherfucker. Поехали! Потом смотрите, он вообще не крутится. А это как раз таки именно охлаждение хладагента. Этот-то нормально крутится, да? А этот вообще закис. Поэтому в книге, кстати, не сказано, как их снять. Красота небывалая, да? Кто-то тут что-то уже колхозил. Но это сразу понятно, что это не мерседесовская фишка. Это где-то из Белэнергостроя взятая какая-то, блядь. Монтерная фишка это. Я когда электриком работал, вот такие сопли тоже делал. Короче, это весело. Видите, все же зеленое. Зелень. 30-градусная жара, у меня кондиционер не работает, мне приходится ездить на включенной печке для того, чтобы просто тупо не закипеть. Ну, ребята, ну это вообще просто жесть. Потому что можно уложить двигатель просто в 3 секунды. И это просто потому, что у вас может не работать один вентилятор, попасть на реальную капиталку, перегреть мотор. И это просто жесть! Я уже его кучу раз перегревал, и как он только держится, чуваки, я не представляю. Сегодня я принял решение, все, надо с этим завязывать, надо чинить вискомуфту. И когда я посмотрел на цены вискомуфты, то оригинал $300, хороший качественный заменитель $150, китайское говно $30. Китайское говно, кстати, пацаны, не покупайте, потому что он клинит и работает на холодную так же, как и на горячую. Поэтому, в принципе, это нет смысла. Можно, конечно, туда впилить болт и его застопорить навсегда. Но суть в том, что зимой машина не будет прогреваться, и это тоже будет влиять и на расход топлива, и на динамику, и так далее. Поэтому, друзья, лучше всего сделать все по фэншую. Но, конечно же, по колхозному фэншую. То, как я люблю, друзья. По-другому никак. Если есть возможность сэкономить, я буду экономить. Все, пацаны, еду в гараж, буду вам показывать, что можно будет сделать, как можно будет восстановить ваш вискомуфту вентилятор. Пожалуйста, не выкидывайте ее, можно восстановить. И я буду это делать первый раз. Сейчас посмотрим, как это, если я не въебусь в этот Ягуар. Фух, тормоза сработали. Ну, сначала, пацаны, как вы понимаете, нужно эту муфту снять. Вот она, короче, вот эта муфта, ее надо снять. Тут ключ в гараже, к сожалению, нету. Вот, ну будем стараться каким-то образом, короче, ее открутить. Она, по-моему, в обратную сторону. У нее обратная резьба, она, по-моему, в обратную сторону крутится. Пацаны, пиздец, я это просто не заснял. Но вот такой мне ключ понадобился, чтобы держать вот эту помпу. Вот она. А вот этим ключом на 36 я откручивал вот в эту сторону вот эту вискомуфту. Она в другую сторону закручивается. И вот я ее наконец-то снял. Пацаны, это просто жесть. Я еле-еле смог это сделать. You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our way, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no. Меня извините, я просто никогда это не делал. И если я обосрусь, то я обосрусь, пацаны. Вы меня не вините. Настолько в суете это все, потому что я сам никогда это не делал. Я даже не знаю, получится это или нет. Так что крестите пальцы.
Теперь берем жидкость нашу, ПМС 10 тысяч называется. Продается в интернете, поищите, или в каких-то магазинах. Вот, стоит копейки. Сейчас посмотрим, похоже на мед. Сейчас мы будем ее закачивать туда. В принципе, достаточно 2-3 шприцов по 5 миллилитров. Итак, пацаны, резьба наметилась отлично. Вот я нашел такие винтики. Значит, очень хорошо подходит. Сейчас я их посажу на герметик, закручу их туда, куда надо. Крутил, идем устанавливать. Пацаны, я просто в шоке. Вы сейчас видите, вы просто охуеете. Вентилятор этот должен выть, как будто взлетает самолет. На холодную он должен меньше крутиться. Вы его можете даже рукой, там, газетой остановить. Пиздец. Ребята, он охладит вообще все. Он уже фигачит как дурной. Я, наверное, тогда много все-таки этой жижи закачал. Но в любом случае можно снять, там слить немножко. У нас уже есть отверстия, они на герметике стоят, все хорошо будет. Пацаны, пользуйтесь, это действительно работает. Но я вот сейчас, потому что я сегодня кипел, как угорелый просто. 110 градусов, я уже дома положу мотор. Пацаны, еще раз давайте посмотрим. Хуярит, пиздец, просто, смотрите. Даже этот засасывает, хотя они были в клине. Но сейчас вот этот надо разобрать, снять его и сделать. И будет круто. Не перестаю собой удивляться. Цена этого ремонта $0, 0 центов. Нужно было просто отогнуть вот эту пластину. Вот я тут откусил и отогнул ее в сторону. И поэтому вентилятор крутится просто обалденно. И этот, и этот. Значит, есть вероятность, что они когда-нибудь включатся. Поэтому, друзья, если понравилось видео, вы знаете, что делать. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. А я пошел еще делать приключения с этим Мерседесом. Пока.